Всем привет! Сегодня я расскажу о моде The Elder Scrolls на Медиал 2 Total War. Много кто играл в Skyrim, и у каждого хоть раз было желание самому стать Яровом. Сделать в городе перестановки, одни гильдии убрать, другие построить. Что-то улучшить, нанять еще стражи, усилить укрепления, захватить другое владение и прочее. Данный мод воплощает это желание в реальность. Правда, игрок выступает не в роли Ярова, а правителя целой империи. Кем править? Выбирай кого душе угодно. Нордов, Империю, Каджитов, кланы Чернотопья и всех других. Строй, улучшай, воюй, заключай союзы и объявляй войны. Оригинальный Medieval не узнать. Запускаешь игру, и ты в мире древних свитков. Все замечательно проработано. Атмосферная музыка. Озвучка генерала взята из серии игры древних свитков, что тоже очень атмосферно. А кого-то может пробить и на ностальгическую слезу. В каждой фракции свой подход. Свои заставки и события, много различных скриптов. И они еще больше погружают игрока в этот мир. Ну давайте перейдем от общего восхваления к обзору. В игре две кампании. Третья и четвертая эра. В каждой кампании 18 фракций. Изменен только временной промежуток кампании, что меняет не просто дату, а события, героев, города. Герои, соответствующие выбранной вами эре, например, Давакин, генерал Тулей, предводитель Стражи Рассвета Идран, будут в четвертой эре, а король Тиан Снегоход и император Уриэль Септим к третьей эре. И скрипты. Например, в третьей эре есть скрипт вторжения Орд Обливиона. Если вы включили этот скрипт, то со 140-го хода по 150-й начнется вторжение Обливиона. Врата откроются только в одном городе, но уже через пару ходов армии Обливиона начнут появляться по всей карте. В зависимости от сложности отличается количество вторженцев. Например, на легкой сложности это сложно назвать кризисом Обливиона. Так, небольшая стычка. Только один город у каждой фракции отобьют и их прогонят. А вот на средней и тем более высокой сложности уже да, это серьезный кризис, где надо заключать союзы против Обливиона. В четвертой эре, соответственно, нет этого скрипта. И наоборот. В четвертой эре есть скрипт для Империи на подавление братьев Бури. А в третьей нет ни скрипта, ни братьев Бури. Но есть скрипты на легендарные армии. Они неизменны в любой кампании. Получить легендарную армию в свое распоряжение можно разными способами. А если точнее, то к каждой легендарной армии свой подход. Чтобы получить Стражи Рассвета, надо захватить у мятежников форт Стражи Рассвета и починить замок. На следующий же ход к вам присоединятся Стражи Рассвета, и появится возможность их нанимать. А для армии Цаэски надо захватить вольный город Риммен, построить там храм, и к вам поступит предложение от Цаэски служить вам. Если согласитесь, то получите легендарную армию. Откажетесь, то ничего не получите. Часовой город. Эта легендарная армия доступна только если вы играете за один из великих домов. Тут ничего не надо захватывать, просто играть, как можно лучше. И если мудрец Сол решит, что твой дом самый перспективный, то он захочет к тебе присоединиться. Для этого надо построить портал в часовой город и принять предложение Сола. Еще есть армия Мини-Марка. Правда, я не совсем понял свое его присоединение. Как я понял, надо показать фракции нежити свою силу. Например, моя армия стояла 2 хода перед замком фракции нежити, и Мини-Марка присоединился, сказав мне, что я грозный правитель. Захватив замок Волкихар, к вам присоединится лорд вампиров Харкон. Так в чем же привлекательность легендарных армий? Да, дается армия с сильными юнитами, полностью прокачанные золотые лычки. Но пара крупных битв и армий уже нету. Как по мне, самый главный плюс – это полководец. Полководец легендарной армии хорошо прокачан и перспективен. Он быстро получает положительные черты из спутников. Его запросто можно прокачать до великого генерала, который будет выигрывать даже безнадежные битвы. Или поставить наместника в городе, и город расцветет под его управлением. Плюсом можно отметить возможность нанимать новых юнитов. Но в случае с Мини-Марко и Харконом для найма строится здание, понижающее общественный порядок. Это выкапывание могил и замок Волкихар. Я, например, не строю их, так как я просто не могу представить, что в моей благополучной империи я прикажу раскапывать могилы, чтобы разнообразить свою армию. Ну бред. Еще одна фишка в том, что легендарная армия не только для игрока. Если не поторопиться, то другие фракции запросто могут их всех разобрать себе. На стратегической карте присутствуют великие сооружения. Например,
Высокий Хротгар, Хрустальная башня, Зала Колосса, Башня Дирени. Присутствует описание этих сооружений. Их функция чисто декоративная. Для каждой фракции свои модельки поселений и отдельно проработанные города с уникальной архитектурой, такие как Вейтран, Винхельм, Солитюд, Девот-Ур, Имперская столица, Арсиниум и другие. На тактической карте также проделана большая работа. Города похожи на самих себя. Новые ресурсы для торговцев, такие как Эбонит, Куранетча и Лунный Сахар. Перейдем к битвам. Для каждой фракции реализованы свои юниты, подходящие по лору. И даже если вы захотите быть экономической державой, со всеми дружить, то фиг вам. Да, первые ходов 20 в игре вы можете заниматься своим королевством и воевать с мятежниками, ни о чем не беспокоясь. Но сразу после вам не дадут спокойной жизни. Нейтральная фракция нападет, союзная нападет, все, кто рядом, нападут. И попрут на вас стек за стеком. Вроде все только что было мирно. А уже через пару ходов бегом стягиваешь все, что есть на границе, с тех юнитов до последнего. И сам в бой. В бою могут столкнуться различные фракции. Например, Королевство Скарим против Империи, где в бою встретятся когорты Империи против суровых нордов. Великий дом Индерил против кланов Чернотопия, где в бою сойдутся ординаторы и ловкие аргониане. Королевство Арсиниум против венценосцев, где в бою сойдутся грубые орки и красноречивые ридгарды. Ну и другие противостояния. Но самые красочные и непробиваемые – это войска легендарных армий. Маги культа червя вообще пушки, хорошо бронированных Дайдера пачками выносят. Правда, в ближнем бою быстро лягут. Войска Пандарии красивые, но не имбалансные. А вот генерал непокоренный очень толстый и опасный в ближнем бою. Да, я не показал и не рассказал, как получить эти легендарные армии. Но надо же хоть что-то оставить игроку исследовать самому. Ни в одной из компаний нельзя играть за нежить или обливион, что очень прискорбно. Но это можно исправить, установив сабмод вторжения нежити, сталь и кровь. Данный сабмод делает эти фракции не только играбельными, но и дополняет геймплей за них. Как установить мод Skyrim Total War? Довольно просто. Скачиваем архив, распаковываем его в папку mods игры Medieval, запускаем лаунчер или батник и играем. Установка сабмода. Скачиваем сабмод, распаковываем в папку mods с заменой файлов и после распаковки архива удаляем файлы с форматом bin из папки текст и файлы event.dat, event.x из папки sounds. Подведем итог. Все сделано атмосферно, лор вселенной. Играть приятно и интересно. Магов нет, ну за исключением одного вылета. Если вы зайдете в одну компанию, потом в другую, то будет вылет. Надо перезаходить. Или за один сеанс выбирать только одну компанию. Установка простая. Советую всем этот мод. Приятной вам игры. Всем спасибо за просмотр.